Зеленский хочет поставить точку в войне. В Беларуси говорят о покушении на Лукашенко, а в Украине тем временем запрещают пользоваться телеграммом, но не всем. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. В зоне досягаемости украинского дальнобойного оружия находится до 10 огромных складов боеприпасов РФ, которые могут взлететь на воздух, как и арсенал в Торопце. Это суперприоритетная цель для украинцев. 3 месяца на реализацию плана победы. Зеленский говорит о необходимости поставить точку в войне. От чего зависит успех? Весь план розрахований на швидкі рішення наших партнерів. В ЕС дали четкий ответ относительно возвращения мужчин в Украину. Давит ли Киев на Брюссель? Мы поддерживаем тех, кто хочет вернуться в Украину. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Украина имеет возможность ударить дальнобойным оружием собственного производства по как минимум 6 военным арсеналам Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Об этом пишет издание Defense Express. На этих военных объектах хранятся десятки тысяч тонн боеприпасов, то есть разрушения и потери России могут быть аналогичны тем, которые были в Тверской области, когда прилетело по складам боеприпасов в Торопце. Издание Defense Express пишет, что подобных арсеналов у РФ всего около 20 на всю страну. И большое количество находится в центральноевропейской, в географическом смысле, части РФ. Так сложилось со времен Холодной войны. Например, 23-й арсенал лишь в 16 километрах от города Торопец, где уже был прилет. 13-й арсенал в 680 километрах от Украины. 51-й арсенал восточнее Москвы, под городом Киржач. 73-й арсенал также во Владимирской области, 67-й арсенал в Брянской области и 68-й, самый дальний, под городом Моздок, это Северная Осетия. О том, как теперь РФ будет прикрывать эти объекты и будет ли, эти вопросы мы обсудили с военным обозревателем, который более 20 лет следит за событиями, которые происходят в горячих точках, Давидом Шарпом. Способов здесь может быть уже два. Размельчение складов, то есть изъятие из него боеприпасов и вынос их подальше, либо создание множества мелких, может быть и незащищенных, но мелких складов. Либо, но это все проблемы логистического и ресурсного характера, либо защита ПВО и надежда на то, что удастся отбить любую атаку. Но в случае с ПВО, кроме всего прочего, это подразумевает переброс средств ПВО с других мест. А ведь ПВО же оно не резиновое, и если ты куда-то перебрасываешь, значит где-то его становится меньше. В общем, безусловно, проблема налицо для россиян. Это суперприоритетная цель для украинцев и, соответственно, должны быть приоритетными, если на них много боеприпасов, приоритетными для защиты. А защита подразумевает самые разные меры. И обваловка, и вывоз боеприпасов куда подальше, и ПВО, и так далее. Научит ли это что чему-то Россию? По идее, когда происходит страшное такое событие для них, оно, безусловно, поразительное, такое событие должно стимулировать к принятию мер. Телеграм оказался под запретом в Украине. Национальный координационный центр кибербезопасности принял решение ограничить использование этого мессенджера в органах госвласти, воинских формированиях и на объектах критической инфраструктуры. В Киеве напомнили, что Телеграм – это вопрос не свободы слова, а вопрос национальной безопасности. Именно об этом в свое время говорил глава украинской разведки Буданов. Кроме того, по данным службы безопасности страны, Телеграм использует РФ для кибератак Украины и для корректировки ракетных ударов. С целью минимизации этих угроз было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий, операторов критической инфраструктуры. Исключение составят только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей. А что вы думаете об этих нововведениях, которые касаются запрета на использование Telegram только на служебных устройствах? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях.
Чтобы план победы Украины сработал, необходимо быстрое принятие решений с союзниками Киева. Зеленский рассказал о сроках реализации этого плана, который уже на следующей неделе будет представлен в США. Кроме того, Зеленский назвал имя человека, от которого напрямую зависит успех этого плана. Это Джо Байден. В Києві надіються, що он не отвергнет предложение. Ці деталі я буду обговорювати передусім з президентом Сполучених Штатів Америки, тому що більшості своїй рішення щодо плану залежить саме від нього. Ну, також від інших союзників, але там є пункти, які залежать саме від позитивної волі і підтримки Сполучених Штатів. Дуже надіюсь, що він підтримує цей план. Весь план розрахований на швидкі рішення наших партнерів. План розрахований на рішення, які повинні статися починаючи з жовтня до грудня місяця і не затягувати ці процеси. Ми б дуже так хотіли. Тоді ми вважаємо, що план спрацює. Зеленский также считает, что второй мирный саммит должен поставить такую точку в этой войне, которая никогда не превратится в троеточие. И вновь повторил, что мир в Украине – это не заморозка войны и не манипуляции международным правом. А как вы считаете, может ли война завершиться уже до конца этого года? Напишите также свое мнение в наших комментариях. Европейский Союз не может и не будет выгонять со своей территории украинских мужчин призывного возраста. О невозможности принудительного возвращения военнообязанных в Украину заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон. Она же говорит, что никогда ранее Киев не оказывал давления на ЕС относительно этого вопроса, хотя такая информация появлялась в западной прессе. Это невозможно в соответствии с директивой о временной защите. Мы поддерживаем тех, кто хочет вернуться в Украину, и мы обсудим с украинской властью и украинским правительством, как сделать это наилучшим образом. Мы никого не выбрасываем из ЕС. В Минске вновь заговорили о нападении, но теперь не на Беларусь, а на Лукашенко. Пропагандисты самопровозглашенного утверждают, что на Лукашенко готовилось покушение в 2020 году. Большая часть материала пропагандистов построена на рассказе юриста Юрия Зинковича, который признан политзаключенным и отправлен за решетку на 11 лет с отбыванием наказания в условиях усиленного режима. Пропагандисты называют Зинковича главным организатором покушения. В материале говорится, что цена убийства Лукашенко – $10 миллионов. Важно учитывать, что Зинкович, который дает интервью пропагандистам Лукашенко, находится в заключении более 2 лет. Вероятно, отказаться от съемок в этом ролике по понятным причинам он не мог, равно как и его ответы выглядят заранее заученными и четко прописанными сценаристами. Кроме того, в фильме Зинкович, который является гражданином США, просит Лукашенко о помиловании и обращается к кандидатам в президенты Соединенных Штатов с просьбой о помощи. Тем временем Лукашенко, судя по всему, беспокоится о своем кошельке, а не о жизни. Объединение бывших силовиков Беларуси Белпол в своем новом расследовании утверждает, что самопровозглашенный украл деньги из госбюджета и сделал это благодаря продаже недвижимости из собственности Беларуси, которая находилась на территории РФ. В частности, речь идет о недостроенном санатории «Белая Вежа» в Кисловодске, Ставропольского края РФ. Эта недвижимость стала собственностью российского бизнесмена. Средства распилили, а в бюджет Беларуси пришли лишь небольшие суммы, сообщает Белпол. Собственность Республики Беларусь, деньги от продажи которой должны были пойти в госбюджет, выставили на рынок за 260 миллионов российских рублей, а в итоге получили всего 200 миллионов. При этом распилили по своим же структурам 85 миллионов, а в бюджет попало всего лишь 60 миллионов. Это меньше 1/4 от изначальной намеченной стоимости. Нормальный фокус? Саня 3% не дремлет, поверьте. В итоге сделка состоялась. 7 июня 2021 года право собственности на здание перешло к фирме Хагажеева, механические заводы по обработке цветных металлов. Но уже через год собственником здания стало физическое лицо, данных о котором, к сожалению, Росреестр не предоставляет.
Израиль продолжает наносить точечные удары по территории Ливана. В пятницу взрывы прозвучали в Бейруте. Как сообщает телеграм-канал Нехта со ссылкой на израильские СМИ, целью атаки мог стать Ибрагим Акил, один из членов высшего военного руководства Хизбаллы. Ранее США предлагали $7 миллионов любому, кто предоставит о нем информацию. С военным обозревателем из Израиля, который занимается анализом обстановки, в том числе на Ближнем Востоке, мы поговорили о новой волне эскалации в регионе. Какие цели может Израиль преследовать? Цель — это изменить, если начнется операция большая, то цель — это изменить правила игры, которые совершенно неприемлемы для Израиля сложились, начиная с 8 октября, а по большому счету еще несколько раньше, когда Хизбалла исходит из предпосылки, что Израиль опасается вступать с ней в полномасштабный конфликт, что Израиль максимум готов пойти на ограниченные шаги, которые для Хизбаллы не так страшны. Тогда Хизбалла может ради достижения своих целей идти на этот ограниченный конфликт с Израилем, фактически ставя себя с ним на одну ступень со стратегической точки зрения и нанося Израилю колоссальный ущерб. Я напомню, что 60 чем-то тысяч жителей из севера Израиля отселены, многие десятки военных и гражданских погибли за это время, многомиллиардный ущерб причинен прямыми и косвенными действиями. И сама такая ситуация для Израиля абсолютно неприемлема. Ее нужно менять. Либо дипломатическое урегулирование, либо военное. Дипломатическое урегулирование выглядит на данный момент малореальным. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. Я напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.